Большое спасибо донатерам, которые поддерживают мой канал. Ичико — старшеклассник, который только начал посещать Академию Бесконечный Стратос, специальную академию, обучающую студентов пилотированию механического костюма под названием Infinite Stratos, или же ES. Каким-то образом Ичико единственный парень в мире, который может пилотировать ES, поэтому он становится очень популярен в Академии. Все девчонки одаривают его вниманием, но Ичике не нравится быть единственным парнем во всей школе. Тем временем его старшая сестра Чифую также преподает в школе как известный пилот ЕС. Ей помогает помощник учителя по имени Майя. Тем временем Ичико с трудом вписывается в академию, и ему становится неловко, когда он узнает, что его сосед по комнате в общежитии подруга детства, Хоуки, которую он не видел 6 лет. Она злится на него за то, что он, казалось бы, забыл ее, но прощает его, когда он показывает, что он все еще помнит ее после всех этих лет. В то время как Ичико продолжает учиться в академии, его одноклассники хотят, чтобы он был их представителем класса. Но знаменитый британский пилот ЕС Сесилия с этим не согласна, поскольку во время боя она победила инструктора на своих вступительных испытаниях. После этого Ичико также говорит ей, что он победил инструктора, но она обижается и бросает ему вызов на дуэль за место представителя класса. А если он не выиграет, он станет ее слугой. Сесилия хвастается своим личным ЕС, который она будет использовать на дуэли, но Чифую говорит Ичике, что он тоже получит свой личный ЕС. Персональные ЕС встречаются редко, поскольку их ядра специально изготовлены доктором Табане, которая также оказывается сестрой Хоуки. Но Табана исчезла, что затрудняет производство большого количества юнитов. Ичико понимает, что у него мало шансов против Сесилии, поэтому он просит Хоуки помочь ему тренироваться. Она соглашается тренировать его после того, как другие девушки проявляют интерес к Ичике, хотя ее обучение суровое, поскольку он никогда раньше не занимался физической активностью. В день дуэли Ичико получает специальный ЕС, чтобы сражаться с Сесилией. Поначалу Сесилия легко начинает побеждать, сохраняя дистанцию и стреляя из снайперской винтовки. Но Ичико способен быстро преодолеть дистанцию и использовать свой энергетический меч. К сожалению, его меч слишком быстро расходует энергию щита, и он проигрывает, как только собирался ударить Сесилию. Поскольку Ичико хочет стать сильнее, он соглашается больше тренироваться с Хоуки. И хотя Сесилия победила, она немного не уверена в том, как прошла дуэль. Вскоре Сесилии начинает нравиться Ичико, и она позволяет ему быть представителем класса, чтобы извиниться за то, что она вела себя незрело раньше, поскольку она начала ценить его решимость. Хоуки этому не очень рада. На следующий день Ичико знакомится с Лининь, новой студенткой из Китая. На самом деле они знали друг друга, когда были детьми, и Лининь также является представителем класса. Когда Ичико и Лининь проводят время вместе, чтобы наверстать упущенное, Хоуки и Сесилия начинают чувствовать ревность. Тем временем Лининь узнает, что Хоуки сосед Ичики по комнате и пытается стать его соседкой по комнате, но Хоуки отказывается поменяться с ней местами. Позже Лининь злится и уходит, когда Ичико не может вспомнить обещание, которое они дали, когда были детьми. Она решает уладить их спор матчем на предстоящем турнире ЕС. Итак, Ичико готовится к предстоящему бою против Лининь и ее ЕС под названием Шэнь Лун. Вскоре начинается турнир, и Ичико и Лининь планируют сразиться. Хотя Ичико улучшил навыки благодаря своим тренировкам, его превосходит в воздушных боях Лининь. Ичико пытается использовать обучение и советы, данные ему его сестрой Чифую и Хоуки, и он начинает исправляться. Внезапно дуэль прерывается, когда на арену нападает странный ЕС. Обеспокоенный Лининь сообщает ему, что матч отменен, и приказывает ему отступить. Но после того, как Ичико помогает ей избежать нападения, они соглашаются работать вместе, чтобы сдержать вражеский ЕС и чтобы их одноклассники могли уйти в безопасное место. Сражаясь со странными ЕС, они определяют, что на самом деле он беспилотный. Хотя Ичико и Лининь выигрывают время для своих одноклассников, им тяжело против этого ЕС. Поэтому Сесилия быстро переодевается в свой ЕС, чтобы помочь им. С помощью Сесилии им троим удается победить его, но Ичико получает травму в процессе. Позже Ичико обнаруживает, что Лининь слишком пристально наблюдает за ним. Она говорит ему, что он был единственным, кто был ранен. Ичико думает, что он, кажется, вспомнил обещание, которое он дал Лининь, когда они были в начальной школе, но смущенная Лининь меняет тему. Тем временем Чифую и Майя вместе изучают ЕС и обнаруживают, что это был отдаленно управляемый юнит. Они также обнаружили, что он использует специальное ядро, не входящее в число 467 ядер, которые были созданы доктором Табане. И они задаются вопросом, как это возможно и кто его создал. Позже они узнают, что Хоуки выделили отдельную комнату, а Ичико делает вид, что не понимает, почему она расстроена из-за этого. Чувства Хоуки задеты, и она заставляет его пообещать, что они пойдут на свидание вместе, если она выиграет следующий турнир АЭС. К сожалению, одноклассники в конечном итоге слышат это, и это становится слухом, что победитель следующего турнира сможет пойти на свидание с Ичикой.
Тем временем Ичико потрясен, обнаружив, что другой парень, похоже, обрел способность пилотировать, как и он. Шарль его новый сосед по комнате. Вскоре распространяется новость о еще одном парне в школе, поэтому Ичике приходится помочь Шарлю сбежать, поскольку много девушек, которые хотят встречаться с ними. Позже в школе Чифуё решает, чтобы Сесилия и Лининь улучшили свои навыки, попрактиковавшись против магии. Но даже несмотря на то, что у обеих девушек есть гораздо более новые и сложные модели ИС, их легко побеждает помощник учителя. Позже за обедом девушки соревнуются за право поделиться едой с Ичико, и он честно говорит им, что еда Хоуки самая лучшая, что делает Сесилию и Лининь очень грустными. На следующий день в классе неожиданно приходит ученица из Германии по имени Лаура. Лаура еще один известный пилот ИС, который дружит с Чифую, но когда она приезжает, она дает пощечину Ичике и говорит ему, что отказывается верить, что он брат Чифую. Однажды, когда Ичико тренируется с Шарлем, Лаура вызывает его на дуэль, но он отклоняет ее просьбу. По пути в свою комнату в общежитии, Ичико видит Чифую с Лаурой. Лаура хочет, чтобы Чифую вернулась в Германию, потому что она не считает Академию достаточно хорошей, чтобы Чифую здесь преподавала. Оказывается, в прошлом Чифую отказалась от важного чемпионата ИС, чтобы спасти Ичику, которого похитили во время мероприятия. Но ее действия, возможно, стоили ей многообещающей карьеры. Позже Ичико случайно заходит к Шарлю в душе и понимает, что Шарль вообще-то девочка. Опа. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Он объясняет, что бизнес ее семьи был в затруднении из-за спроса на модели АЭС третьего поколения. Ей сказали вести себя как парень, чтобы привлечь внимание компании и украсть у них данные модели. Ичико решает сохранить это в секрете, чтобы обезопасить Шарля, поскольку в Академии есть особые условия, и он не хочет создавать международный инцидент. Тем временем гнев Лауры на Ичику достигает точки кипения, поскольку Чифую продолжает настаивать о пребывании в Академии. Она снимает повязку, чтобы показать свой левый глаз, и клянется отомстить Ичике. Между тем Хоуки чувствует давление, чтобы выиграть предстоящий турнир из-за слухов, что победитель пойдет на свидание с Ичикой. Сесилия и Лининь готовятся к совместной тренировке, когда появляется Лаура и вызывает их на бой 2 на 1. Лаура оказывается превосходным пилотом, поскольку она легко блокирует все их движения и способна перехитрить их. Но когда она продолжает агрессивно нападать на них, они подвергаются реальной опасности. Ичико и Шарль прибывают на помощь как раз вовремя. Прежде чем ситуация может обостриться, вмешивается Чифую и просит уладить разногласия в другом турнире. Тем временем объявлен следующий турнир, но формат изменен на турнир, где сражаются 2 на 2. Поскольку Ичике нужен партнер, он решает выбрать Шарля. Остальные участники случайным образом выбирают имена, чтобы решить, кто будет их партнерами. В конечном итоге Хоуки становится партнером Лауры, и их первыми противниками станут Ичико и Шарль. Матч начинается, и Лаура сосредотачивается исключительно на борьбе с Ичико, игнорируя своего партнера Хоуки. Поскольку Лауру ничего не волнует, кроме нападения на Ичику, Шарль пользуется этим и побеждает Хоуки. В результате сражения, которое превратилось в битву 2 на 1, Ичико и Шарль используют командную работу, чтобы измотать Лауру и ослабить ее щиты. Ичико также использует всю свою энергию щита, чтобы почти победить Лауру. Но прямо перед поражением Лаура вспоминает свое прошлое, солдата-неудачника, и то, как она была вдохновлена Чифую. Теперь, когда Чифую изменилась под влиянием брата, психика Лауры ломается, и она теряет контроль над своим ЕС, который превращается в темный, с гораздо более высокими боевыми возможностями. Шарль и Ичико потрясены, поэтому Шарль отдает Ичике последние силы, чтобы позволить ему использовать свой энергетический меч. Затем Ичико начинает сражаться с темным ЕС, чтобы спасти Лауру. Пока Лаура выздоравливает, Чифую объясняет опасность темного ЕС и говорит Лауре, что ей нужно найти свой собственный путь. Поскольку турнир отменяется, Ичико все равно решает пойти на свидание с Хоуки. Тем временем Шарль говорит Ичике, что она попытается остаться в школе и использовать ее настоящее имя Шарлотта, и больше не будет притворяться парнем. Но когда Лининь узнает об этом, она злится на Шарлотту из-за того, насколько близко она была с Ичикой. Но внезапно появляется Лаура и целует Ичику, шокируя всех, объявляя, что она собирается выйти за него замуж. Позже Хоуки решает позвать на помощь свою сестру Табаны. А ее сестра рассказывает, что она только что создала личный ЕС под названием Акацубаки для Хоуки. Тем временем девушки пытаются привлечь внимание Ичики, но после этого Хоуки избивает его. Ночью Лаура пробирается в его комнату. Ичико решает пойти с Шарлоттой в торговый центр, чтобы купить купальники, но за ними следует Сесилия, Лининь и Лаура. Когда Шарлотта замечает, что они следят за ней, она прячется с Ичикой в гримерке, чтобы продемонстрировать свой купальник, но вместо этого их обнаруживают Чифую и Майя. Во время отдыха на пляже каждая из девушек пытается сблизиться с Ичикой, но каждый из их планов имеет неприятные последствия. Затем студенты и сотрудники наслаждаются игрой в пляжный волейбол.
На закате Чифую разговаривает с Хоуки о Табане, говоря ей, что вскоре прибудет ее личный Эс вместе с Табаной. Несколько дней спустя конкуренция за Ичику обостряется, когда девочки позже находят Ичику и Хоуки вместе. Тем временем Чифую дает им советы. На следующий день пропавший доктор Табаны приходит, чтобы передать им Акацубаки, усовершенствованную модель 4-го поколения. Чифую внезапно получает сообщение от Майи и говорит, что беспилотный ЭС, созданный Соединенными Штатами и Израилем, выходит из-под контроля. Чифую приказывает группе выследить ЭС и остановить. Ичика и Хоуки будут его преследовать, потому что они единственные, у кого есть модели 4-го поколения, которые быстрее, чем 3-е. Ну, Ичика нервничает, потому что это его первая настоящая миссия. Когда Ичика и Хоуки начинают свою миссию, остальные замечают, что Хоуки выглядит необычайно счастливой, поэтому Чифую говорит Ичике, чтобы тот следил за Хоуки. Пока они сражаются с ЭС, Ичика видит рыболовное судно и уходит, чтобы защитить его. Это заставляет Ичику испортить план, который они составили, чтобы победить ЕС, но Ичика ругает Хоуки за то, что она не заботится о безопасности мирных жителей на корабле. Ичика также встревожен, потому что Хоуки обычно гораздо добрее. Внезапно ЕС атакует их, поэтому Ичика прикрывает Хоуки своим телом. В этом хаосе лента для волос Хоуки сгорает, а Ичика настолько сильно травмирован, что его нужно отвезти в больницу. Хоуки винит себя в провале миссии и в том, что позволило Ичике пострадать, и хочет перестать быть пилотом ЕС. Но другим девушкам удается убедить ее не сдаваться. Они решают все вместе победить беспилотный ЕС вопреки приказу Чифую ждать. Пока девушки сражаются с ЕС, Ичике снится сон, в котором он получает силу от маленькой девочки и женщины-воина. Он решает, что хочет защитить своих друзей. Тем временем в битве Хоуки отрезает одно из крыльев ЕС, но оно возвращается с усиленными ангельскими крыльями и побеждает девушек. Ичика просыпается ото сна и возвращается со своими ЕС. Он будет побежденную Хоуки и дарит ей на день рождения новую ленту для волос, и она начинает плакать. Под предводительством Ичики девушки работают вместе, чтобы уничтожить ЕС, используя разные свои силы и навыки. В конце концов, они отвлекают его, и Ичика наносит разрушительный удар, уничтожающий ЕС. Вернувшись, Чифую ругает их за невыполнение приказов, но позволяет им отдохнуть в качестве награды. Прежде чем Табане снова исчезает, Чифую понимает, что Табане не просто так позволила Ичике быть единственным парнем в школе. Она обнаруживает, что Табане специально свела с ума беспилотный ЕС, чтобы продемонстрировать мощь своего нового ЕС, Акацубаки, и с самого начала все спланировала. Тем временем на пляже Хоуки извиняется перед Ичикой за травму и признается ему. Ичика пытается ее поцеловать, но другие девушки перебивают его, потому что завидуют, и Ичика вынужден убежать с Хоуки в безопасное место. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.